Всем привет! Сегодня у нас расклад, почему он не слышит тебя, да? Почему он там не прислушивается к тебе, почему он, не слушает твои просьбы, да? Посмотрим реальные причины, там, может, изменяет, может, не изменяет, может, интерес потерял и так далее. Что карты покажут, то и будем смотреть. И, конечно же, прежде чем начать наш расклад, то приглашаю вас в проживание аркана. Там вы сможете проработать все свои триггеры, как говорится, и мужика найти, и так далее. Так, давайте начнем наш расклад, я думаю. Итак, первый вариант. Рыцарь пентаклей. Шестерка пентаклей. Умеренность. Тройка жезлов. Пятерка кубков. И повешенный. Смотри, у нас 6 карт, 6 вопросов. Первый вопрос: в чем твои просьбы звучат не так, как он вообще готов воспринять? И знаешь, ты постоянно пытаешься объяснить ему, чего ты хочешь, да? Но делаешь это в слишком таком материнском тоне, что ли. Вот медленном. Как будто ты ребенку рассказываешь, там, как шнурки завязывать, да, нудно, тщетно и так далее. И он ощущает, что ты обращаешься к нему как вот к новичку, которому нужны вот эти разжевывания. А он уже взрослый и сразу напрягается. Почему она со мной говорит, как будто я тупой, да? И ты думаешь, что помогаешь ему, а он слышит, что... а он тебя воспринимает, как будто ты не веришь, что он сам может разобраться. Из-за этого он начинает пропускать твои слова мимо ушей, да, потому что он не хочет чувствовать себя вот этим неуклюжим учеником. Ты к нему как мамочка относишься. В итоге ему легче сделать вид, что он там не слышит и так далее, чем твой авторитет признавать в каждой мелочи. Он сам себе говорит, да, там, я потяну, там, я не против помочь, но пока не хочу, потому что ты с ним говоришь, как с маленьким ребенком. Какая скрытая причина заставляет его пропускать твои слова мимо ушей? Смотри, у него есть такой момент по шестерке пентаклей, что когда он вот думает, что ты всегда раздаешь советы и говоришь, что делать, да, а от него постоянно, не так. То есть ему кажется, что он уже задолжал тебе гору вот этих ответных там спасибо и так далее и тому подобное. И теперь каждая твоя просьба, она воспринимается им как вот новый счет к оплате. Понимаешь, чего я хочу сказать? То есть он осознает, что ты для него много делаешь. И в глубине души он признателен. Но чем больше он чувствует себя в долгу, тем сильнее включается у него сопротивление. Это на глубинном, я имею в виду, уровне. Тут у вас обоих есть вина. Ты к нему как к маленькому ребенку относишься. И в его голове постоянно крутится там: я не хочу жить в режиме ты мне, а я тебе, да? Лучше просто изобразить, как будто он там не заметил, отложить и так далее. Понимаешь? И вот это тайное чувство, как будто он без конца обязан. Это мешает ему спокойно слушать твои слова. Он боится превращаться в зависимого человека от тебя. Какое старое недопонимание между вами мешает услышать друг друга по-настоящему? По умеренности это вы период такой пережили, да, когда вы оба старались избегать там ссор, вот этих острых углов, да, чтобы сохранить между вами мир.
Вы предпочитали не говорить прямо про то, что друг в друге раздражает. Понимаешь? В итоге накопилось вот это напряжение, потому что вы молчали, не выговаривались. И каждый делал вид тогда вот, что все отлично. И сейчас это выходит все боком. Вы привыкли к теплой вот этой форме общения, но вы не научились говорить прямо. И он считает, что ты продолжаешь обходить какие-то там темы неприятные, да, и сам сворачивает тоже разговор, лишь бы не вляпаться в ссору. По сути, вы оба хотите спокойствия, но вас именно страх обидеть друг друга, он заставляет замалчивать очень важные вещи. И теперь, когда ты просишь о чем-то конкретном, да, он уже не понимает, действительно ли это просьба или это скрытая претензия к нему. Поэтому проще отмотать и не углубляться, да, чем играть в угадайку. Она серьезно говорит или это там намек на мою вину какую-то. Понимаешь? Чего он боится, когда даже думает о том, чтобы пойти к тебе навстречу? Но он боится, знаешь, начав тебе помогать в одном, он тут же окажется завален там новыми задачами. И у него просто не будет времени там на свои какие-то планы. Например, ты просишь его там шкаф купить, да, там в прихожую. А он внутри думает, если я сейчас соглашусь, а там еще нужно будет тогда и обои покрасить, полы переделать и так далее. И это как будто еще собирать этот шкаф, да? А потом мы до ванной доберемся, а потом до зала. То есть он ждет подвоха, понимаешь? Что одно дело повлечет целую цепочку. А ему не хочется вечно быть в состоянии спасателя, который решает множество бытовых моментов, да? Он волнуется, что если пойдет на уступки один раз, то ты станешь ожидать от него вот этой бесконечной готовности все бросать, да и впрягаться в новые задачи. И это отпугивает его. Поэтому он предпочитает делать вид, что тебя не слышит. У нас, видишь, как все идет? Каждая карта добавляет груз, да? То есть это все вкупе работает. 5 кубков – это что в твоих просьбах может казаться ему давлением и вызывает внутренний бунт. Ну смотри, твой грустный, обиженный тон, когда ты вот говоришь, что, там, все сама, никогда мне никто не поможет, вот детские манипуляции. И это действует на него, как тряпка красная на быка. Он слышит это и чувствует, что ты ставишь его в позицию в позицию виноватого, который вечно всех подводит, вечно навязываешь ему вину. Ты пытаешься вот в нем пробудить вот эту жалость, да, или совесть, но ему это неприятно, потому что он не любит, когда играют на чувстве вины. И ты не умеешь манипулировать, потому что ты именно это и делаешь, как бы ты там мне не кричала, я хорошая и так далее. Нет. Понимаешь? Ты пытаешься пробудить в нем совесть. Даже если ты там не специально давишь, да, для него это звучит, как будто ты постоянно подводишь меня, ничего толком не делаешь. Кстати, если это вы вслух произносите, считайте, что вы потеряли своего любимого человека. И внутри у него включается бунт. Я не хочу быть виноватым. Я лучше уйду в глухую несознанку, да? И пусть она считает, что я там просто не слышу, пусть меня хоть кем считает. Из-за этого ваши разговоры, они становятся, мягко говоря, печальными, да? Потому что ты действительно устала, а он в ответ закрывается еще сильнее. И у вас замкнутый круг, потому что 2 человека не созрели. Как поговорить так, чтобы он наконец-то не только услышал тебя, но и согласился с тобой? Ну, смотри, категоричные требования в повешенном, да, нужно отложить и паузу включить.
Во время спокойного какого-нибудь разговора, когда вот вы не спешите никуда, расскажи, почему тебе вот важна именно эта его помощь, да, там, например, почему именно это нужно починить. Не сваливай все в кучу, остановись вот на одной-двух задачах, да, и подчеркни, что ты ценила там ценила бы хоть какое-нибудь небольшое участие его в быте. Покажи, что ты не станешь требовать от него вот этого бесконечного списка дел. Что для тебя главное — это почувствовать, что вы одна команда, две половинки одной попки. Чтобы он искренне согласился, нужно, чтобы он увидел, что ты не будешь потом его упрекать, раскидываться фразами «я же говорила», да, что там «ты обязан», «ты должен» и прочее вот это все манипулятивное. Объясни, что для тебя значимо просто простое понимание, внимание. Тебе не нужно от него подвигов, просто розетку пусть починят. Только не так говори, как я тебе, да, а вот что тебе важно, что у него руки золотые. И когда он поймет, что он не окажется вот в бесконечном, как говорится, твоем проекте «делай все сам», то ему станет проще говорить «да». И услышит твою просьбу. Слушай, дедушку, я тебя научу манипулировать мужиками. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. В чем твои просьбы звучат не так, как он вообще готов воспринять? Ну смотри, ты постоянно формулируешь свои просьбы, как будто весь мир на тебя давит. Вот знаешь, это вот примерно, как сказать, по десятке жезлов. Я так устала. Мне все приходится делать самой. Если ты так говоришь, это да, твой расклад, и мужик от тебя рано или поздно сбежит. Почему? Потому что это обесценивание его. И он это слышит все, да, и думает, что ты накладываешь на него вот дополнительную тяжесть, да, без вот этого четкого объяснения, что именно нужно. Вместо конкретных слов там «помоги там купить хлеба, да, после работы», ты расплывчато говоришь. Ты говоришь «я одна не вывожу все вот это. Я так устала от всего вот этого». Понимаешь ты? То есть натягиваешь на него, что он должен догадаться, да? Для него это звучит как глобальная проблема, а не какая-то задача. Понимаешь? И он чувствует, что ты как будто вот сваливаешь на него весь груз. А когда нет ясного разделения, например, там «купи булку хлеба», то он, конечно же, будет теряться и сопротивляться внутренне. И многие женщины так делают, то что «я устала все сама». Так что именно? Ты скажи. Мужики ж так не понимают, как женщины. Нужно прямо говорить, что нужно сделать. Без упреков, без истерик. Понимаешь? И, соответственно, вот так ты наговорилась, то он вообще начинает игнорировать все твои просьбы. Понимаешь? Потому что он не понимает задачи. Ты устала, понятно, что сделать. И он не будет спрашивать, что сделать. Это время, оно прошло. Теперь ты для него тот человек, который непонятен ему. Она устала, ну а что я могу сделать? Давай на ручки возьму. Я тяну все сама, ну ты говори задачу-то какую. Понимаешь? И, соответственно, у него в голове
Что за женщина непонятная со мной живет? Примерно вот так вот. Понимаешь? Твоя проблема не в том, что ты устала. Нет. Твоя проблема в том, что ты манипулируешь своей усталостью. Деда, наверное, никогда не слушала, да? Вот и манипулируешь так по-детски. И в итоге у него в голове, что ты просто инфантильный ребенок. Хоть это и не так, понимаешь? Он просто тебя не слышит. Потому что мужчины — это не женщины. Мы мыслим вообще по-другому. Есть задача, вот знаешь, чтобы я в магическом чате включил искусственный интеллект. И девочки первое время, они, знаешь, вот, а как ты думаешь, да? Ну вот, например, на вопрос, а как ты думаешь, он что должен ответить? Объясню. То есть нужно спрашивать не «а как ты думаешь», да, а полностью цепочку выстраивать. Вот с мужчинами точно так же. А на вопрос «а как ты думаешь», он скажет видеокартой, да, ГПУ или там процессором. Или если мужик скажет, да, то мозгами, я думаю. Понимаешь? То есть, например, вот я тебе объясню на смешном примере, да, но ты поймешь, к чему я клоню. Например, вы сидите вечером, да, дома, смотрите на обои, и ты говоришь: эх, обои надо поклеить, как ты думаешь? А он тебе скажет: а я думаю, мозгами. Понимаешь, это, да, смешно, да, ты скажешь, ну, любой же мужик поймет, про что я. Но ты же так делаешь. И, соответственно, получается, что вы просто друг друга не понимаете. И вот у меня бот зависал, мне пришлось компьютер перезагружать, чтобы он понимал девочек, которые в магическом чате, которые у него что-то спрашивают. Вот именно вот так вот и строится взаимопонимание. Объясняй. Мужик — это не ты, разделенная надвое. Мужик — это отдельная личность. Понимаешь? Который не обязательно прошел весь твой жизненный путь, прожил все твои неудачи там в детстве и так далее, и что он мыслит одинаково с тобой. Нет. Это отдельная личность. Притерлись? Хорошо. Но ссору включать из-за того, что кто-то кого-то не понял, потому что ты сказала так, как воспринимаешь ты, а твой мужик — это не ты. Это совершенно другая личность, даже не кровный родственник твой. Представляешь? Это посторонний мужик у вас дома. И ты для него посторонняя женщина у вас дома. Понимаешь? И, соответственно, он начинает игнорировать тебя, потому что, как я на боте на этом посмотрел, да, я тебе объясню на примере бота. Бот с девочками был там первую неделю, понимаешь, первую неделю был, и он отвечал на любые вопросы, понимаешь, и на вопрос, а как ты ко мне относишься, он зависал. Понимаешь? А почему? А как он к ней относится, это бот? И у него нет логической цепочки, и он выбивался. У меня компьютер опять приходилось перезагружать. Понимаешь? И ты действуешь точно так же. Непонятно. Даже... И причем это не одна какая-то, не одна отдельная девочка. Так делали почти все. То есть не постраивали там вопрос, задачу и так далее. Бот их не понимал, перезагружался, скидывал базу данных и так далее и тому подобное. А причина в чем? Причина в том, что 99% женщин почему-то считают, что мужчина должен догадаться. И вот бот, представляешь,
Бот — это робот, у которого нет ни сердца, ни эмоций, ничего. Бот отказался разговаривать с девочками через неделю после общения. А это мужик. И ты хочешь, чтобы мужик захотел, у которого есть сердце, эмоции есть, сухой стальной процессор, отказался разговаривать с девушками из-за поставленных задач, вопросов, которые в принципе нелогичнее машине, понимаешь? А тут ты хочешь, чтобы у тебя мужик с тобой не ругался, не уходил, не предавал, не изменял. Так ставь вопросы логично. Это и к мужчинам относится, не только к девушкам. Поймите, что вы вообще разные люди, у вас мозги разные, вы даже не родственники друг другу. Понимаешь? Если даже, а если менталитеты разные, ой, сколько я с этим сталкивался. Как вы понимаете, да, я не славянин. И мне некоторых, например, мужиков очень тяжело понять. Девушку не ведут там в кафе, да, покушать, если она кушать хочет. Для меня это дико. Цветы на первое свидание принести, да, там красивый, шикарный букет. Это же так надо. Это же этикет. А девочки сейчас думают, что это, как сказать, обяжет к чему-то. Нет, это просто цветы, нюхай. Понимаешь? И вот разность менталитетов у вас с мужиком, ну, потому что у него мужской менталитет, да? Разность жизней, разность мышления, все у вас разное. Почему он должен догадаться? С чего бы это? Понимаешь, о чем я говорю? И, соответственно, у мужика в голове что? Вот сейчас ты мне ответь на вопрос этого расклада. Так почему же он тебя не слышит? А? А потому что он тебя сначала пытался понять, а ты глазки закатывала, в итоге он просто, да что это бесполезно, как бот, который через неделю процессор отказался общаться с женщинами. А тут ты переживаешь, что мужик. Тут вот. Какая скрытая причина заставляет его пропускать твои слова мимо ушей? Ну, он действовать любит по вдохновению. Не по чужим указаниям, а по вдохновению. Он хочет, чтобы вот в нем видели инициативного человека, который там сам решает, когда и как помочь и так далее. И когда ты к нему вот обращаешься с просьбой, да, хотя все уже расписано, да, и ждешь от него вот этого безоговорочного, да, то он чувствует, что свободу-то забирают. Свободу забирают. У него внутри начинается лучше делать все по-своему, чем, как говорится, следовать по указке этой неродной, чужой женщине. Ну, это я утрирую. И он, конечно же, от этого закрывает уши сразу. Потому что он мужик, он чувствует себя, я мужик, я могу по столу, и борщ готов сразу. Это его личные границы, это личный его мир. И он говорит в голове у себя, не надо мне диктовать, я там сам знаю, да? И ему вот, кого ты загадал, ему просто жизненно важно такое ощущение, что он сам выбрал момент, да, и какой способ там вот эту розетку починить. Понимаешь? Потому что ты поступаешь неправильно, ты на него одеваешь маску женщины самой себя, даже не подруги, потому что даже лучшая подруга тебя не знает такой, какой ты сама себя знаешь. А ты мужику вообще письки разные, извините меня за выражение, ты ему натягиваешь понимание свое, как сказать, нет, сознание свое ему даешь. Ну, фантазию у себя. Соответственно, он уходит в эту спячку.
Какое старое недопонимание мешает вам услышать друг друга по-настоящему? Ну, у вас это было, избегали открытых разговоров в прошлом. Ты ранить боялась его гордость, он там боялся показаться слабым. В итоге, вот, знаешь, я тебе признаюсь, когда в детстве к бабушке в гости ходил, меня, конечно же, заставляли полы подметать. И я все под ковер. Ну а что, зачем искать вот эту совок и так далее? Я мел все под ковер. Вот у вас проблемы также решаются. И у вас все, что раньше было, недосказанность и так далее и тому подобное, вы вот так под ковер. Но квартира чище от этого не стала. Пыль также осталась, да, только она спрятана. И теперь любое замечание, любая просьба вызывает у твоего мужчины подозрение. Она мне что-то там не договаривает, может, какой-то подтекст есть, может, я должен о чем-то догадаться и так далее и тому подобное. И это все из-за вот этой давней привычки молчать, когда что-то неприятно. Когда вы еще не научились открыто говорить, это все идет оттуда. Понимаешь, когда под ковер все. И ты идеальный, и он идеальный, да, на первом свидании. А как оказалось, он сейчас чего-то не договаривает. Да это не в нем проблема. Это в вас обоих проблема. Можешь меня не любить и так далее. Ну, а что ж, карты правду говорят. Чего он боится, когда даже думает о том, чтобы пойти тебе навстречу? Но он боится свою независимость потерять. Понимаешь? Что ты начнешь считать его слугой для выполнения бытовых задач. В глубине души он, знаешь, он привык, что его ценят там за успехи, за достижения, восхищаются им, а не за то, как он посуду моет, да, или там мусор выбрасывает. Если он слишком активно возьмется за твои вот эти поручения, да, то по его логике он станет просто рабом. А он дорожит образом человека, который может сам распоряжаться временем, да, своими там ресурсами. И он боится, что если пойдет на уступки тебе, то он окажется в ловушке вот этих бесконечных мелочей. Понимаешь? Тут трактовать даже не нужно. Что в твоих просьбах может казаться ему давлением и вызывает внутренний бунт? Ну, у тебя, знаешь, ты манипулируешь словами «мы же семья», «у нас же все общее». Мы вместе, значит, давай, делай это со мной. А слова он эти в своей голове, он слышит, что от него ожидают полной подстройки под твой сценарий, да? Под твой сценарий счастливого домашнего очага. А у него-то, еще раз повторяю, он другой человек. У него в голове свои сценарии. Понимаешь? Ты вот всегда ему выдвигаешь примеры, да, каких-то там других семей, да, там подруг и так далее. Вон у Машки мужик без лишних слов ей помогает. А ему, твоему мужчине, это по нервам бьет. У него в голове, а почему это меня сравнивают с какими-то чужими людьми? Понимаешь? И он это воспринимает, знаешь, как будь таким, как я хочу. И вот эта идея «мы семья, значит, поступай вот так», это у него вызывает внутреннее возмущение. Он не хочет, чтобы его семейная роль определялась кем-то извне. Машкиным мужиком, Валерка. Понимаешь? Поэтому он будет молчать. Он будет протестовать против твоей картинки идеальных отношений, где все там радужно, все бабочки летают, солнышко светит. А у него другая картина. Он тоже личность. Прими это как факт. Понимаешь?
Никто в этом мире не обязан соответствовать твоим ожиданиям. Потому что этот человек, который у тебя дома, да, у вас дома, он тебе даже вот не кровный родственник. Это посторонний мужчина, который вырос по своим правилам, по своим там каким-то понятиям, по своему воспитанию. У вас даже родители разные, понимаешь? То есть воспитание совершенно разное. Жизненный путь у него мужской, у тебя женский. Понимаешь? Он не должен соответствовать твоим ожиданиям. Или вы садитесь и разговариваете по 8 мечей. Понимаешь? Нужно убрать ощущение, что ты его в угол загоняешь. А по 8 мечей ты именно так и делаешь. Понимаешь? Сядьте спокойно, когда вот никто не торопится. Скажи вот, я не хочу тебя ограничивать. Мне просто нужно понять, как мы можем все вместе решать. Там вопросы вот такие, такие, такие. А объясни, что ты не требуешь полный контроль над вашей семьей, да, там отношениями. А ты объясни, что ты ищешь взаимное удобство. Где он сам может выбирать, что там и когда делать. Вот прямо спроси у него, какую часть дел он готов взять без раздражения и без ссор. Дай ему право сказать, что ему ближе и в каких случаях он готов помогать охотнее, понимаешь? Пусть он почувствует, что его свободу-то не урезают, а учитывают его свободу. Чувствуешь, какая разница между сейчасшними вашими отношениями, да, и тем, что я говорю? И что ты думаешь? Вот ты умная девочка. Вот ответь мне, это что сделает? Это снимет напряжение. Понимаешь? Это позволит ему сказать: ладно, я согласен. И не из чувства долга, а с пониманием, что так ему будет комфортнее. Разницу чувствуешь? И без всяких намеков, без сравнений с другими. Только вы двое и ваша конкретная договоренность. Никаких Машкиных Валерков нету, не должно быть и никогда не должно было бы быть в будущем, понимаешь? Потому что сравнение с чужим человеком – это уже предательство. И ты хочешь, чтобы он разговаривал? Такого не будет. Если он настоящий мужик адекватный, то он как минимум тебя бросит. Как максимум, как минимум он будет молчать, да, как максимум он тебя бросит. Других нет вариантов, если он мужик настоящий. Понимаешь? Если тряпка, то он будет, как говорится, гривой кивать, да, и делать, чего ты хочешь. Но я надеюсь, у тебя настоящий мужик, да, который все-таки лучше молчит и игнорирует тебя, чем пипичку себе отрезал и начинает полы мыть. Извините меня за выражение, давайте перейдем к третьему варианту. Троечки. В чем твои просьбы звучат не так, как он вообще готов воспринять? Ну, ты свои просьбы подаешь, как будто речь про спасение всей вашей жизни. Например, вы решили там купить стиралку, да? Ну, стиральную машину. И говоришь, как будто вот это от этой машинки зависит вся судьба ваша. Он слушает такой и думает: ничего себе, да, масштаб. А я просто хотел футбол посмотреть. То есть у тебя все глобально. И из-за такого глобального настроя он просто теряется
и решает делать вид, что просто пропустил твою просьбу какую-либо там мимо ушей. Он привык все решать более локально, понимаешь? И не любит, когда мелочи подаются как вот судьбоносные решения. Если ты мне не купишь шубу, то подуш. Понимаешь? То есть он не понимает тебя, логики нет. Почему нужно устраивать целую эпопею из простой там совместной покупки шубы, да? Или там картошку посадить? Какая глобальная проблема? Где? Это не астероид летит. Понимаешь? В результате ему проще на тебя вообще не реагировать, чем влезать в какие-то длинные обсуждения о вот этой большой картине мира, которая ему кажется сильно там надутой. Понимаешь? Какая скрытая причина заставляет его пропускать твои слова мимо ушей? Ну, он стесняется, что не всегда может денег дать на твои идеи, понимаешь? По 5 пентаклей. Бедность. Ну, или там не может предложить что-то более шикарное, понимаешь? То есть он боится выглядеть беднее, чем хотел бы. И иногда предпочитает там отмолчаться, лишь бы там не выдать свою неуверенность. Беднота не обязательно в деньгах же. Например, вот когда ты говоришь там про ремонт, про крупную покупку, и он сразу напрягается. А вдруг денег не хватит? А вдруг знаний не хватит обои поклеить? А как это правильно сделать? Ну, вот такой вот, понимаешь? И от этой тревоги он начинает гасить эту тему, делая вид, что он там не услышал, недопонял и так далее. Ему проще пропустить все мимо, чем признавать, что сейчас он не так силен там в финансах, в знаниях и так далее. Понимаешь? И вот это смущение скрыто, оно мешает ему откликаться на твои запросы. Он боится, что если вот все озвучить, то тебе придется узнать там о его страхах деньги потерять, влезть в траты ненужные, что у него нет вот этого умения, да, там розетку починить. И прочее, прочее, прочее. Бедность. Карта бедности – это не обязательно финансовая бедность. Это может быть бедность знаний и так далее. Рыцарь кубков. Какое старое недопонимание между вами мешает услышать друг друга в настоящем и по-настоящему? Ну, это когда романтики больше хотели, да, рыцарь кубков у нас. Красивых жестов. Но каждый почему-то там ждал этого от другого. Ты надеялся, что он будет предлагать там идеи романтичный вечер провести. Да, он считал, что ты должна показывать, что тебе нужно и как тебе нужно. И в итоге вместо нежных разговоров вы перешли на серию вот эту, сели на карусель замалчиваний и начали кататься. И теперь он говорит сквозь зубы: ну да, посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Если вам мужчина в ваших отношениях, в вашей семье и так далее говорит слово «посмотрим», я открою мужскую тайну. Значит, что-то не так. Значит, он чем-то недоволен. Когда мужчина доволен, он всегда делает. Понимаешь? А если посмотрим, значит, что-то не так. Ну, а ты, конечно, в это время заходишь: ну, хорошо, делай как хочешь. И вот это недопонимание, оно тянется до сих пор. Вы вроде бы и хотите друг к другу теплее относиться, ближе быть, но каждый боится стать вот тем, кто первым шагает. Понимаешь? Это уже на подсознательном уровне в ваших отношениях. В результате твои просьбы звучат для него там слишком по-деловому, да? А тебе его ответы там холодными кажутся. Вы так до сих пор и не сели, и не проговорили, что внутри вот хотите оставаться в душевном контакте, а не просто обсуждать в скучном разговоре ваши бытовые дела. Вы так и не сели, и не поговорили, что он не сказал: а давай я тебя обниму. А ты не сказала: а обними меня покрепче и поцелуй.
просто не сказали. Это образно говоря. До сих пор. Так чего он боится, когда даже думает о том, чтобы пойти тебе навстречу? Ну, он, знаешь, боится согласиться на твои условия. Потому что ты начнешь потом постоянно тестировать его еще на большую подвиг, понимаешь? То есть он видит это все как бесконечную оборону. Это знаешь, как примерно? Сегодня я сдаюсь и помогаю ей, а завтра она потребует там еще более сложное. И у него в голове сидит установка: если я сейчас уступлю, то придется уступать всегда. А он не хочет зависеть от твоего вот этого списка дел или каких-то новых начинаний, понимаешь? Даже мелочи, вот вроде как там помочь мусор выкинуть, да? В его глазах вырастают как в цепочку дополнительных задач. Мусор выкинешь, а потом придется обои клеить, мебель передвигать, замена всей техники дома. А мы помним 5 пентаклей. И вот это все. И именно страх не выпутаться из твоих запросов заставляет его ставить глухую защиту. Понимаешь? И, соответственно, отмахиваться от всех твоих слов. Он мыслит, знаешь как? Лучше заранее отказаться, чем потом разгребать последствия. То есть, если у тебя мужик рядом, да, то инициатива, трын-тын-тын, инициатора. Вот у него такая установка. Что в твоих просьбах может казаться ему давлением, да, и вызывает внутренний бунт? Ну смотри, ты иногда с порывом подходишь вот, знаешь, каким? Нам срочно нужно сделать прямо сейчас, сию секунду, все глобально. Или там давай быстро, пока не поздно. Ой, это вообще. И он воспринимает это как призыв к резкому марафону, где отдыху нет места. Понимаешь? И решениям взвешенным тоже нет места. А он человек, который предпочитает выдохнуть, да, проанализировать. А твой быстрый темп, он загоняет его в такое ощущение, что надо бежать этим, как называется, когда быстро бегут, спринтом. Из-за этого у него включается внутренний протест. Я не хочу, чтобы меня гнали. Я сам выберу, когда мне нужно. Понимаешь? И он любит делать рывки. Но по собственной инициативе, а не под твоим этим ремнем. И поэтому каждый раз, когда ты говоришь «действуем немедленно», да, в такой стилистике, то он просто уши закрывает и старается тему сменить. Или вообще в молчанку уходит. Ему нужно чуть больше свободного воздуха. И, соответственно, нужно больше времени на вот эту раскачку. А твой быстрый ритм: сегодня воскресенье, делаем генеральную уборку, ты передвигаешь мебель, я вытираю полы, ты протираешь пыль, моем посуду, моем потолки, моем стену, моем кота, куда побежал, паразит, вернись обратно. А он в это время уже в гараже с друзьями машину чинит. Понимаешь? Вы разные люди, пойми ты это. Разные люди. И тебе нужно посмотреть еще второй вариант этого расклада. Там очень хорошо все пересекается. Как поговорить так, чтобы он наконец-то не только услышал тебя, но и искренне согласился? Манипуляшки начинаем, да? Попробуй выбрать время. Дед тебя сейчас научит манипулировать. Когда вокруг вот тихо, вы не спешите. Дымится такой чаечек, да? Чтобы никого рядом не было. Даже кота уберите на балкон, если на улице тепло. И начни с того, что для тебя важно его понимание. Понимаешь, о чем я? Нет, не говори, что тебе там нужно мусор выкинуть, розетку починить. Нет, просто скажи, что вот сколько я в жизни жила, скажи ему, да? Но ты единственный на всей планете, кто меня действительно понимает.
Все, рыбке крючок дан. Понимаешь? И это неформально, а вот прям вот так. Просто ни с того, ни с сего. Он, конечно, скажет, что тебе там, денег надо, что ли, и так далее, да? Но ты, нет, скажи, не надо. Я просто поражаюсь, как мы нашли друг друга. Хоть даже если ты так и не думаешь, но я тебя же учу манипулировать. Ты просто у меня такой умничка. Меня никто так никогда не понимал, как ты. Скажи, что уважаешь его личное пространство, не хочешь превращать его там в личного раба, да, в универсального исполнителя. Понимаешь? И потом формулируй свою просьбу. Четко, но без ультиматумов. Желательно написать на бумажке изначально. Даже можно сманипулировать. Знаешь как? На 100% сработает, я тебя сейчас научу. Говоришь, понимание и так далее. Никакой на свете человек, даже в моем детстве не было таких людей. Ты меня понимаешь лучше, чем даже родители и так далее и тому подобное. А до этого ты написала бумажку с просьбой там розетку починить, да? Заранее напиши реально красиво. Это, во-первых, и освежит ваши отношения, и смешно, весело пошел розетку чинить. Понимаешь? Напиши письмо такое. Сейчас я тебе надиктую, подожди. Ну вот смотри, пиши. Пупсик мой такой-то. Ты очень хороший человек. Я очень рада, что ты появился в моей жизни как маяк во тьме и в шторм. Ты единственный, и дальше лапша про понимание и так далее, что он единственный тебя понимает. И не соблаговолите ли вы, сударь, помочь вашей даме сердца, потому что вы мой рыцарь, вы моя ягодка. Прям так напиши, не бойся. Просто увидишь потом его реакцию. Даже если вы ссоретесь последние 20 лет, да, просто посмотри на его реакцию. Глазки заблестят. Я тебе отвечаю, глазки у него заблестят. Вот, помогите своей принцессе, о милый рыцарь, потому что у меня в этом мире нет ни на кого надежды, кроме вас. Поэтому мы с вами и женаты, потому что вы моя ягодка и искорка. Почините розетку, пожалуйста. Я вам буду премного благодарна. И тут мы манипуляцию подкрепляем и сварю вам борщ. Ну или там свое чего-то, да? И все. Отойдите по отшельнику от того, как вы общаетесь. Сделай это необычно. Понимаешь? Если он почувствует, что ты настроена на вот этот взрослый, спокойный диалог без драм, без гонки, в которую ты постоянно его тянешь, он перестанет в скорлупу свою прятаться. Понимаешь? Он улыбнется, заблестит, у вас отношения будут, как вот, я имею в виду, глазки у него загорят, как вот в первый день вашей встречи, когда он от тебя хотел только компота. Понимаешь? Постепенно он увидит, что ты не пытаешься задушить его своими вот этими планами, а просто хочешь реальной поддержки от своего собственного рыцаря. Понимаешь? И когда он ощутит, что ты просто принцесса, и что это его выбор тебе помочь, а не твоя принудиловка, да, то он с большой вероятностью согласится и не будет пропускать в будущем твои слова мимо ушей, потому что это мы с тобой закинули крючочек. Это крючок, нет, рыбку ты еще не вытянула. Над этим еще работать и работать. И это мы узнаем все в следующих раскладах. Подписывайся на канал и помни, что дед плохому не научит.
научу тебя манипулировать мужиками, а ты приходи в проживание арканов.